Еду снова в Варшаву. Очень сильный ветер, я не знаю, что вообще будет слышно. Но еще темно, потому что я выехал с 5:06. Вот сегодня у нас 14 января, так что с Новым годом. Сею вею, повиваю. Еду в сервис. Погода у нас какая-то весенняя, сильный ветер и 8 градусов. Сейчас показывает тепла. Я уже проехал почти 30 километров от старта. Еду по автобану. Сегодняшний челлендж проехать, в общем-то, как можно быстрее. Потому что как проехать на одном заряде до Варшавы. Я еду со Старограда Гданьского в Варшаву. Здесь 300 с чем-то километров, но по автостраде. Да? На одном заряде при скорости 150 мы не доедем. Я не знаю, есть ли сейчас какая-то машина, которая доедет при такой скорости. Надо еще протестировать. Но челлендж у меня какой сейчас? Поскольку открылась станция Ionity в районе Кутна, 220 километров от дома, это дает возможность мне туда приехать на хорошем, на низком заряде, около 20%, скажем так, и получить хорошую скорость. Поэтому я сейчас установил Ionity на своей навигации. Мне осталось 192 километра. Батарея подогреваться, похоже, не будет вообще. Поэтому, когда я буду километров 40-50, я изменил указание навигации на суперчарджер. Тогда батарейка должна подогреться. Значит, по поводу подогрева батареи вообще. У меня есть Scanway Tesla. Я зарядил машину ночью до 100%. После подключения подогрева салона батарея не подогревалась, на улице слишком тепло. Поэтому я выехал с батареей около 12 градусов. Но зато у меня каждая зарядка до 100% балансирует пакет и обновляет данные максимальной емкости. У меня максимальная емкость обновилась до 72,5. По этой цифре мы можем судить о деградации. Данные в новом пакете с фабрики устанавливаются на уровне 74,5. Это, конечно, идеальное значение. Никогда в практике его нельзя увидеть. Всегда меньше. А у меня 72,5 сейчас. То есть идеальных 2 киловатта потерял пакет. И это в зимнее время, когда батарея и так имеет меньшую емкость. Поэтому деградация низкая. Уже почти год, ребят. У меня уже 30,5 тысяч пробега. И почти год использования автомобиля. Ну и окей. Еду в сервис в Варшаву на мелкие исправления. Ну там у меня гибридная поездка. Я еще и на работу заскакиваю. Опять-таки. Ничего серьезного не ломается в машине. Можно было бы и не ехать. Я уже для спорта ехал. У нас есть гарантия, надо пользоваться. Так, что еще? На данный момент 83% заряда. Батарейка у нас уже 15,8 градусов, то есть до 16 разогревается батарейка от мотора, потому что передний мотор 19, задний 17. Передний мотор, я не знаю, подтормаживать надо или что. Ну, в общем, используется для генерации для теплового насоса. Хотя сейчас какая у нас затраты энергии по компьютеру. 248 ватт-часов на километр. Сильный ветер боковой, который увеличивает расход 150 км в час. А что у нас показывает график? График показывает, что мы доедем до Ionity Kutna с 23%. Это меня устраивает. Он может еще дальше снижаться, но у меня есть запас. 23% это хороший буфер. Можно дальше ехать с той же скоростью. Я не буду ехать медленно. Я Теслу купил не для того, чтобы медленно ездить. Но, конечно, я не хочу больших штрафов. Больше с Нового года огромные штрафы за превышение скорости. Уже превышение больше, чем на 20 км в час доставляет. Смотрите внимательно на ограничения. Да, и наш расход энергии сейчас 250 по графику за 10 километров. Запас хода 237. 276 по графику 25 километров. Запас хода 216. 246 ватт-часов по графику 50 километров, запас хода 239. Это при заряде 81% и скорости 150. Вот такой запас хода показывает Tesla. Что увеличит расход, если я включу подогрев батареи к суперчарджеру, расход увеличится, наверное, до 280. То есть примерно на 30 ватт-часов на километр увеличивается расход при подогреве батареи. Но она у меня и так подогревается, уже 18, уже 16,5. Ну, в общем, посмотрим. Буду включать или не буду. Вот одна из функций, зачем нужна Scanway Tesla, чтобы посмотреть
нужна нам, нужен нам подогрев батареи или нет. И какой скорости зарядки мы достигнем. Во вкладке батарея есть такая функция максимальная скорость зарядки, которую сейчас машина прогнозирует. У меня сейчас 75 киловатт в секунду, то есть еще надо греть. Я хотел подогреть батарею, сначала установил в навигации Лучмеш, когда я приближался 70 километров от Ионити. Лучмеш это станция версии 3, но находится дальше, там больше 90 километров. И Тесла посчитала, что я тут еду со слишком низким зарядом батареи и не стала подогревать. То есть 4% я уже и так получу максимальную скорость на суперчарджере. Поэтому я попробовал включить суперчарджер Чихачинок как цель навигации. Я его уже проехал километров 30 назад. Вот. И все, у нас есть подготовка батареи к зарядке на суперчарджере. Вырастет сейчас расход, но зато и температура батареи сейчас поднимется. Уже 26 градусов и до 160 киловатт прогнозирует автомобиль. Сейчас буду смотреть, чтобы не проехать свою зарядку. Уже 169 киловатт. Я не знаю, получим ли мы больше. 29 градусов батареи. Подогревается быстро. Подогрев батареи остановился, когда машина осознала, что у нас уже меньше, чем 20% заряда. Поэтому я опять изменил маршрут на Кутно. Нам до Кутно осталось 16 километров. Вот. Температура батареи 33,5, была 34, была 35, и сейчас уже потихоньку падает. Подогрев отключен. Но скорость зарядки может быть до 160. Если 130 достигнем, будет хорошо. Как выглядит наш график? Было 15, стало 14%. Вот, потому что мы потратили на подогрев. Я слежу по этому графику. У нас 59 километров осталось, 16. Запаса хода 59 километров, а 16 километров до зарядки, даже 13. Поэтому все хорошо. Окей, я уже в Ионити Кутно. Сейчас буду очень быстро подключаться. Не буду особо следить за тем, чтобы фильм хороший сыграть. Может быть, запишу показания экрана расхода энергии. Быстро прикладываю карту и вперед. Смотрите, зарядка Ionity расположена на 90 километров дальше, чем Tesla Supercharger в Чихачинке. Это дает возможность приехать туда с более низким зарядом. И мне удалось приехать с зарядом 14%. Но если бы у нас была такая быстрая зарядка еще дальше, сразу после поворота на А2, было бы еще лучше. Звук на улице не записывал вообще, потому что такой сильный ветер, что никакой мохнатый микрофон нам бы не помог. Эти станции Ionity активируются с приложения или с помощью партнерских карт. У меня была партнерская карта Maingau, я ее использовал. А с приложения конкретно на этой станции что-то с интернетом происходит не так, и у многих, и у меня в том числе, не получается активировать сессию зарядки. Но, хоть мы и не подогрели батарею до оптимальной температуры, получилась весьма неплохая скорость. О, 166. Вау. Окей. Paid off. Battery preheating. Подогрев батареи идет. Крадем энергию. Ну ладно. По-моему, у меня нет времени, поэтому я очень-очень быстро бегу. И чтобы купить кофе и все остальное. Ну и по факту я доехал до Варшавы, использовал после этой остановки только 47%. То есть вот сейчас, когда я подхожу, смотрю уровень заряда, на 49% после 13 минут стоянки, то есть как раз когда я закончил свои дела на заправке, надо было отключаться и уезжать. Ну, бессмысленно заряжаться сильно долго, уже 64%. И, в общем-то, можно ехать.
Вот. До Теслы у меня сейчас будет уже 10% машина рассчитывает по приезду в Tesla сервис-центр. Ну, давайте дадим еще 10%. Зарядимся до 75 и поедем. Чтобы у меня было по прогнозам Теслы 20, по реальному будет где-то 10 или меньше 10, когда я приеду. Сейчас приезд рассчитывается в 9:40. Ну, еще минут 10 и поеду. Че пью кофе. Все, я уехал с Ионити из-за чата с коллегой по работе. Даже про это самое пропустил момент 20%. Отключился на 23. Машина, оказывается, предлагала уже уезжать, только я не увидел этого сообщения. Новый интерфейс, что-то поменяли. Машина, оказывается, предлагала уезжать уже на 61%, а мы додержали до 76 или до 77. Вот, но ветер, мне кажется, еще хуже стал. Хотя бы светло. Вот, но скоро мы повернем, и ветер будет нам дуть в спину. Посмотрим, насколько это нам поможет. Значит, температура батареи уже будет снижаться. 57, 56,5 градусов сейчас. Значит, затраты электроэнергии с последних 10 километров пока нестабильны, потому что мы только разогнались. Посмотрим сейчас. 217 километров запаса хода в самом пессимистичном прогнозе нам предлагают, или 211. В общем, посмотрим. Что еще? Конечно, у нас теперь обновился трип-компьютер. Теперь у нас началась новый участок пути и новая зарядка. Я себе счетчик отдельно на эту дорогу не сделал. У меня будет Tesla Fi. Вся статистика. Хорошо. Едем дальше. Окей. Как я и думал, как только я съехал на автостраду А2 в сторону Варшавы, мы попали в тянучку автострадную. Все время какая-нибудь фура, какой-нибудь грузовик будет обгонять, у него есть ограничитель скорости, и все мы будем тянуться 100 с чем-то километров, но не 150 и не 140. Надо было ехать последние километры по автобану А1 с максимальной возможной скоростью автопилота 150. Ладно, что у нас происходит? У нас снижается очень сильно расход. 249 Вт-часов на километр сейчас с последних 50 километров. От Ионити мы едем уже 25 минут. Что у нас на графике? На графике за 10 километров у нас расход 178 Вт-часов на километр. 7 градусов на улице. И ветер, как я говорил, уже сзади. Поэтому нам сейчас ветер помогает. Все очень неплохо. И дальше влажная погода. Все остальное. Нет смысла смотреть графики с 25 и 50, потому что они не показывают истины. 10 километров наше все сейчас. Да, и приезд в Варшаву в сервис 9:44 предполагаемый. Ехать еще час, 2 минуты 104 километра. Забыл сказать, значит, какая у нас температура батареи. Уже мы сошли до 55, температура батареи 37. То есть очень быстро 20 градусов с 58 с батареи было удалено системой охлаждения. Ну и расход нам будет низкий, будет меньше 200 Вт-часов на километр. Сейчас мы едем 138, расход 179. Вот. Я держу автопилот на 150, чтобы использовать любые промежутки в трафике. Машина могла ехать чуть-чуть быстрее. Запас хода, сейчас у нас 54%. Запас хода по прибытию в сервис-центр Теслы в Варшаве вырос до 27% из-за вот этого трафика. И Тесла это, скорее всего, предвидела, поэтому она сказала уезжать на 60-61%. А я не послушался и дал в батарею лишних как минимум 17%. Ну что ж, окей. Кстати, я еду, я не использую Better Planner вообще. Я посмотрел в него вечером вчера.
Но даже используя реальные данные о потреблении энергии, он слишком пессимистично рассчитывает запас хода. И он рассчитывал, я доеду на Ионити крупно там с 9% или меньше, с 5 или 9 минутами. А на самом деле я доехал с 15. Хотя может было бы 9, если бы ехал 150 всю дорогу. В любом случае он не знает, какой будет трафик, и он делает пессимистично. Вот. Поэтому лучше смотреть на график в Тесле. Так, мне кажется, надежнее. Кроме того, Тесла сейчас после того, как мы заряжались, после уже первого отрезка пути, она рассчитывает правильно, самый быстрый, да? Она рассчитывает уже правильно дальнейший путь, исходя из того, что у нас тот же самый водитель, те же самые затраты энергии. Тот же самый стиль вождения, та самая скорость. Автопилот меня отправил в тюрьму, так называемый автопилот jail. За то, что я ускорился до 151 или 2 по спидометру, пока было на автопилоте. Мне не хотелось, чтобы мне опять передо мной встряли машины, которые медленно разгоняются. Ну ладно, буду ехать на круиз-контроле. Да, перезарядил я даже не 17%, а 24 или 21. Потому что, смотрите, 29 будет по приезду. Тесла хотела сделать 10. Тесла ошиблась даже. Кривая бы Тесла точно так же не поднялась. Хотя я сейчас уже еду довольно-таки агрессивно. Без авто. Окей, я в Варшаве. 3-4% батарея. Прибытие расчетное 30%. Что у нас стрип компьютер показывает? 209 ватт-часов на километр. Это с учетом того, что я уже агрессивно ехал под конец, разгонялся где можно было, сломал автопилот, попал в тюрьму. Ну вот, что у нас по графику? График у нас 166 ватт-часов на километр за последние 10 километров. Запас хода еще как минимум 144 километра. Или как максимум. Скорее как минимум. То есть 144 километра мы еще можем поехать так, как мы ехали. Ну и вот, нормально все. Ну что, мы приехали. Показываю время. 30%, 9:38. Вон Тесла. Вон там впереди. Вот, я еще не хочу к ним сразу заезжать, потому что я хочу машину помыть после дороги. Ну вот такие пироги у нас с капустой. Затраты энергии 198 километров еще осталось. Средняя с последних 10 километров 110 ватт-часов на километр. Это наша езда по городу. Там 60, 70, 80, 90. Вот такая вот штука. Вот наш трип. 30% обещали, 30% приехали. Вот еще один наш трип. 199 среднее потребление энергии. Сейчас мы сделаем меньше. Вот, час 23 от Ионити. 9:38 был приезд. Ну что, вот и все. Я уже дома монтирую видео. И какие выводы? Первое. Можно доехать Теслой, заряжаясь на быстрых зарядках, которые расположены прямо вдоль дороги. Можно доехать быстро до точки назначения автобанами. И время зарядки на автобане вдоль дороги будет в принципе сравнимо с машиной с двигателем внутреннего сгорания. Похоже с тем, как вы заливаете бензин, идете на станцию, покупаете кофе, посещаете туалет. То есть вот в моем случае даже за 13 минут можно было зарядиться и отчалить со станции. Ну, я просто замешкался, простоял дольше. Если вам понравилось видео с такими подробными статистиками, подпишитесь на канал и поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы хотите, чтобы у вас тоже были такие классные статистики с TeslaFi или использовать планировщик маршрутов eBetter Route Planner, вы можете использовать мой реферальный код
для пробного периода в 1 месяц. 1 месяц вы пользуетесь программой полным функционалом бесплатно. Дальше, если вы хотите, вы можете подписаться платно. Если вы подписываетесь платно, то я получаю, по-моему, месяц в подарок. Вот, то есть таким нехитрым способом вы можете меня чуть поддержать, чтобы я для следующих своих фильмов тоже имел такие подробные статистики. Спасибо большое, пока!